Элиза с нетерпением ждала свою первую беременность, но обычный медицинский осмотр обернулся настоящим кошмаром. Она сидела в зале ожидания клиники Сан-Мартин в Барселоне, ласково поглаживая округлившийся живот. Каждое легкое движение малыша наполняло ее счастьем и предвкушением. Ультразвуковое обследование должно было стать радостным моментом, возможностью увидеть своего малыша и услышать его сердцебиение. Техник-диагност нанес прохладный гель на ее живот и начал процедуру. Прошло всего несколько секунд, и выражение его лица резко изменилось. Элиза сразу это заметила. «Все в порядке?» – спросила она настороженно. Сонографист выдавил неестественную улыбку, извинился и поспешно вышел из кабинета. Минуты тянулись мучительно медленно. Элиза осталась одна в полутемной комнате, вглядываясь в мерцающие на экране черно-белые изображения, которые ничего ей не говорили. Вскоре дверь распахнулась, и в кабинет вошла ее акушерка, доктор Лорен Капассо. «Что происходит?» – прошептала Элиза, но уже по взгляду врача поняла, что боится услышать ответ. Доктор глубоко вздохнула. «Я направлю вас к специалисту. Нам нужно срочно провести дополнительное обследование». Слова прозвучали тревожно, а на лице врача читалось напряжение. Элиза покидала кабинет уже не с той легкостью, с какой пришла, крепко сжимая в руке направление на дообследование. Дома она старалась сохранять спокойствие, рассказывая мужу Даниэлю, что визит к специалисту – всего лишь мера предосторожности. Но даже он, всегда уверенный и позитивный, не смог скрыть свое волнение. Через несколько дней Элиза прибыла в специализированный диагностический центр «Клиника Сантос». Специалист по пренатальной диагностике, доктор Мира Ортега, молча приступила к осмотру. С каждой секунды ее лицо мрачнело, и в какой-то момент она просто встала и вышла, не произнеся ни слова. Элиза осталась одна, парализованная ужасом, вглядываясь в экран. В кабинет вошел другой врач, доктор Леонардо Вега. Он бегло взглянул на монитор, глаза его расширились, и он тоже молча вышел. Медсестра передала Элизе бумажку с номером телефона и сказала, что ей нужно срочно связаться с другим специалистом. Доктор Вега с серьезным выражением лица лишь добавил: «Это очень важно. Вам нужно немедленно связаться с этим врачом». Он поспешно покинул кабинет. Элиза, ошеломленная и растерянная, молча оделась. Медсестра пыталась улыбнуться, но воздержалась от объяснений. Покидая клинику, Элиза почувствовала, как ее захлестнула волна тревоги. Телефон звонил без остановки. Это был Даниэль, но она не могла взять трубку. Сначала ей нужно было понять, что происходит. Следующие дни превратились в череду анализов, консультаций, бесконечных коридоров и томительного ожидания. Обследования становились все более изнурительными. Радость от ожидания ребенка сменилась удушающей неопределенностью. Каждую ночь Элиза лежала без сна, смотря в потолок. В голове крутились десятки возможных диагнозов. Звонки от родных только усиливали чувство вины. Она не могла делиться с ними тем, чего сама не понимала. Коллеги на работе бросали сочувственные взгляды, но не решались спрашивать напрямую. Однажды раздался звонок. Голос на другом конце сообщил, что прием у нового специалиста назначен на утро следующего дня. Эта новость принесла кратковременное облегчение, но быстро сменилась новой волной страха. Вечером, как обычно, Даниэль пытался приободрить Элизу. Он держал ее за руку за ужином, обсуждая идеи для детской и возможные имена. Но Элиза едва слушала. Внутреннее напряжение не отпускало ни на секунду. На следующее утро они прибыли в медицинский центр Ла Эсперанса, кабинет доктора Фридриха. Штольца встретил их стерильной холодностью. Он тщательно провел ультразвуковое исследование. На экране вновь появилось изображение ребенка, но мимика врача лишь усилила тревогу. Наконец доктор повернулся к ним. «Мы должны немедленно перевести вас в стационар». У Элизы закружилась голова. Казалось, земля уходит из-под ног. Несколько дней спустя она уже лежала в палате с видом на шумный центр Барселоны.
Контраст между оживленным городом и ее внутренним хаосом был разительным. Даниэль был рядом, раскладывая их вещи, а врачи и медсестры приходили и уходили, обсуждая между собой результаты. Каждый новый тест казался бесконечным. Элиза уловила обрывки разговоров. Редкий синдром, необычное развитие. Нужны междисциплинарные консультации. Даниэль пытался ее поддерживать, говорил о будущем, делился надеждой, но даже его голос дрожал. Элиза проходила осмотры у специалистов, один за другим. Они говорили сложными медицинскими терминами. Аномалия, внутриутробный паразит, гипоксия. Она пыталась задавать вопросы, но ее голос тонул в потоке информации. Ночью она не могла спать. Аппараты пищали, за окнами шумела жизнь, а в ее душе царила тишина и страх. Даниэль держал ее за руку, шепча слова поддержки. Но даже его прикосновение казалось натянутым от тревоги. Время текло медленно, дни сменялись неделями, а ясности не прибавлялось. В какой-то момент к делу подключился новый специалист – доктор Ален Дюпон. Его подход отличался вниманием к деталям и глубокой эмпатией. Он провел ряд дополнительных эхокардиограмм и, наконец, нашел причину – нерегулярности в сердцебиении как у ребенка, так и у Элизы. Он объяснил возможные пути вмешательства, каждый из которых имел риски, но мог улучшить ситуацию. Элиза начала цепляться за каждый хороший знак, ровный ритм движения малыша. Поддержка Даниэля и профессионализм команды врачей стали ее опорой. Беременность продолжалась, и вдруг, ранним утром, Элиза проснулась от странной боли. Доктор Дюпон немедленно назначил дополнительное обследование. Результаты вновь не давали четкого ответа, только вопросы. Медсестры и врачи стали почти семьей. Они были рядом в каждый трудный момент. Элиза физически и эмоционально выгорала, но не сдавалась. Видя ее страдания, Даниэль организовал визит ее родителей. Теплые объятия, слезы матери и напряженная тишина отца – все это было одновременно утешением и напоминанием о хрупкости момента. Жизнь за пределами больничной палаты казалась другой эпохой. Поддержка друзей и родных приходила в виде сообщений и писем. Маленьких искр надежды в беспросветной тьме. Обсуждение родов становилось все более реальным. Доктор Дюпон и команда все чаще навещали Элизу и Даниэля, чтобы объяснить возможные сценарии. Естественные роды, кесарево сечение, экстренное вмешательство. У каждого варианта были свои риски. Наступил день родов. Напряжение висело в воздухе. Элизу перевели в родильную палату. Она держала Даниэля за руку, а врачи начали процесс индукции. Схватки усиливались, боль росла, но его слова поддержки помогали ей держаться. С каждым усилием она находила в себе силу, которую не знала прежде. И вот, под звуки приборов и сосредоточенные голоса команды, роды достигли апогея. И вдруг крик ребенка. А потом второй крик. Это были близнецы. Врачи и медсестры ликовали. Элиза и Даниэль смотрели на своих детей с благоговейным изумлением. Все это чудо. Страхи, боль, мучительное ожидание остались в прошлом. В последующие дни семья начинала адаптацию к новой жизни. Они учились быть родителями 2 малышей. Вернувшись домой, они чувствовали: впереди новые испытания. Но теперь они другие. Ожидаемые, желанные, наполненные любовью. А как вы бы поступили, оказавшись в подобной ситуации? Насколько важна поддержка близких и доверие к врачам, когда перед вами неопределенность? Был ли у вас подобный опыт? Поделитесь своей историей в комментариях. Если вас тронула эта история, поставьте лайк и отправьте ее тем, кто нуждается в надежде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие истории.